Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, сегодня поговорим о следующем. Лукашенко срочно помогает в борьбе против Навального и собрался через свою госпропаганду отправлять Минский ОМОН на 23 января в Москву. Дальше мы поговорим, что же будет происходить в Москве и кто поддерживает всю Россию за свободу Навального. И вы меня очень долго спрашивали, что я думаю по Михаилу Саакашвили. Я вам тоже расскажу свои мысли. Новый выпуск. Поехали. Добрый вечер всем хорошим людям. Хороших людей больше. Друзья, знаете, я когда готовил сегодняшний выпуск, в самом конце мне только что пришло обалденное видео, и с него бы я хотел начать. Помните, где-то месяц назад у нас был выпуск, где мы говорили, что Росгвардия России подписала с ОМОНом и другими спецслужбами диктатора Лукашенко договор о взаимном сотрудничестве и помощи друг другу в трудную минуту. Знаете, все эти разговоры, кому Навальный нужен, приобретают совершенно другой оборот. Если еще 2 дня назад я думал, что в субботу в России ничего не будет, то теперь не сомневаюсь, что суббота будет главной повесткой всех мировых СМИ из России. Ну и наша с вами тоже. Мне вот интересно, диктатор космически затроллил сейчас Путина? Или же мы это увидим и вправду? Смотрите, что выдала белорусская госпропаганда сегодня. Это же космос просто. Я хохочу. У меня аж поднялось настроение. Насколько они теперь в одной лодке, бандиты и убийцы вместе, и как они боятся и объединяют своих чернокнижников. Поэтому не удивляйтесь, если на улицах Москвы Змагары Навальнята встретятся с Дмитрием Балабой. Теперь у свободного движения от Бреста до Владивостока уже общая характеристика. Наркоманы, проститутки, тунеядцы. Основу затевают айтишники, как уже сказали у диктатора Лу. А теперь они вместе называются Змагары Навальнята. Хорошая команда собирается. Но, знаете, если Минский ОМОН приедет в Москву, я думаю, что будет очень смешно. Прям очень смешно и весело. Он может туда приехать только после того, и он туда убежит, как сбросят диктатора Лу. Но если могло начаться движение параллельно, то, конечно, они бы обгадились еще сильнее. И если бы сбросили 2 диктаторов сразу, господи, насколько все постсоветское пространство зажило хорошо, и опять бы друг к другу ездили, путешествовали, все бы было нормально. Это ж только благодаря Путину, то, что никогда нельзя было поверить во вражду между Украиной и Россией, он ее осуществил, когда, боясь собственной революции и того, что он грабит постоянно свой народ и свою страну, купаясь в нефтедолларах, он и затеял этот весь ужас. Только из-за боязни потерять свою власть. Хоть Навальный говорит, Крым не бутербродович, вот, но если там будет только нарастать движение на смену власти, от этого будет легче всем. Украине. В прошлый раз меня поправили в комментариях. И Молдову Путин уже достал просто. И грузинам будет легче, и белорусам будет легче. И будет легче всем. Потому что мафия, преступники и убийцы, чем раньше начинают люди просыпаться, тем гораздо быстрее страна, она же все равно должна пройти определенный путь
еще там чистить этих всех уродов, которые прижались к кормушке. Но в прошлом видео я вам показывал, как несколько блогеров выступили в России пачками, их начали скупать. И они начали одно и то же рассказывать. Зачем Навальный вернулся, ведь сейчас весь мир включит против нас санкции. Уже я вам сейчас покажу опубликованные видео, как блогерам сбрасывают это предложение. Интернет засыпают ворованными у государства деньгами, бюджетными, чтобы только рассказывали все одно и то же под копирку. Выглядит это примерно письмо вот так. То есть добрый день, рассылают с неизвестных аккаунтов и просят ровно то, что мы видели. Рассказать, что как он мог вернуться, если знал, что его обязательно арестуют и теперь на страну наложат санкции. Сделайте, пожалуйста, коротенькое сторис. Вот за такое коротенькое мы платим 150 тысяч рублей. Это сколько? Ну, это достаточно большие деньги за коротенький сторис. И так, покупая всех, представляете, сколько выливают денег и рассказывают, что мы пенсионерам поможем. Ну, их агония аж продолжается дальше. Этот абсолютно никому не нужный блогер за последние 2 получил такую поддержку, что надо просто выйти и не даться, чтобы произошел произвол, что Макаревич записал, куча артистов, Каста записала, столько Денисов сегодня, бывший капитан сборной России, поиграл, в футбол, поиграл еще там во всех московских командах. Говорит, я в политику не лезу, но за справедливость надо выйти, поддержать свободу Алексею Навальному. И такая паника наступила, что они начали проводить обыски во всех городах ФБК. ФБК аж там анонсировала уже митинги, не помню, 70 или 80 городов, все четко в одно время с адресами и тому подобное. Студентов просто массово начали запугивать. Если еще позавчера мы видели только там первое письмо, то теперь по всем университетам, как в России, вы все будете оштрафованы, вы не сдадите экзамены, мы вас отчислим, вы будете нести ответственность и тому подобное. Сегодня арестовывают Соболь, арестовывают ихнего еще одного юриста, депортация в Республику Беларусь. На ФБК начинается сумасшедшая атака. Никому не нужный блогер. А паника такая, что уже дружины казаков опять будут выходить, эти сумасшедшие ряженые товарищи. И сегодня опубликовали, смотрите, собирают, сейчас я вам прочитаю, как это называется. Ведется набор студентов в народную дружину. Только на один день, 23 января. Требование 18 лет, прописка во Фрунзенском районе, пол абсолютно не важен. Плюсы засчитываются плюсом при поступлении на работу в любые правоохранительные органы. 23 января. Вообще, на самом деле, ситуация, если в Беларуси батек настолько мало, что они не могут, там у них самый крупный телеграм-канал, по-моему, 7 тысяч набирает, то в России все печально. Если посмотреть вот обзор, последнее интервью на улицах, где у людей спрашивают, что вы вообще думаете о таких сокровищах Путина, то вот давайте посмотрим, что думают люди. Было опубликовано расследование, согласно которому у Владимира Путина якобы есть дворец за 100 миллиардов рублей. Ну и дальше что? Вы верите в это? Да нет, конечно. Нет. Ранее я, конечно, верю. Факты налицо были. Да не, я вообще такую хрень не смотрю и не верю. Что происходит в России, я думаю, это правда. Я вообще не понимаю, какие суммы денег, для меня это астрономические. Можно поверить, потому что он человек состоятельный, как президент, зарплату получает хорошую. Ну, вроде бывшие чекисты, все такие, чтобы у него дворцы там были. Заметили типичный ответ? Ну и что? Ну и что? А другая ассоциация, он же бывший чекист, такого не может быть, откуда столько роскоши, как? Я вам могу сказать,
на любой территории бывших стран Советского Союза. Я единственно не знаю, как в Прибалтике, но если выехать за любую столицу на относительно какие-то считающиеся поселки очень крутыми, самые крутые дома будут у силовиков, которые всю жизнь живут на одну зарплату, ничего не имеют и им запрещено заниматься бизнесом, как госчиновникам, но у них будут самые крутые дома. Поэтому у самого главного чекиста дом стоит за 100 миллиардов рублей. Правда, еще не достроенный, наверное, еще 1 миллиард потратит. Кто-то хорошо привел пример, что подняв пенсионный возраст, эти деньги экономят там за 7 лет. И вот ровно 7 лет еще можно было не вводить пенсионный возраст в России, если не строить себе такую дачу с казино внутри. Вот это меня убило, казино внутри, с рулетками, автоматами. Ну, театр тоже впечатлил, конечно. Напишите, я сегодня тоже искал, что такое аквадискотека у Путина с этим бассейном. Какая-то штука стоит, аквадискотека. Расскажите, что это, я так не понял пока. Ладно, идем дальше. Я не верю. Ну, потому что Навальный очень такой интересный человек. Может быть и есть, но нам об этом неизвестно. Зачем ему за 100 миллиардов свой дворец? Ну, чтобы жить комфортно. Он так живет комфортно. Он так живет комфортно. Он имеет право жить комфортно. Честно, мне кажется, нет. Там чуть-чуть приукрашивают. Я все-таки, думаю, что Путин не то чтобы хороший. Я вижу его как сильного лидера. И, возможно, со стороны Навального там очень много приукрас стоит. У него достаточно государственных учреждений, в котором он заседает и ведет работу. Эти дворцы ему не нужны. Это утка очередная. Я слышала, что у Медведева есть там и яхты, и пароходы, и, не знаю, баснословные деньги стоят, но нам, наверное, простым не дано понять их потребности. Круто, конечно, построено, когда внушили, что виноваты либо бояре, царь хороший, вот, но люди не понимают, что с каждой вашей зарплаты забирается чуть ли не 50% в виде налогов. И эти налоги должны вам улучшать жизнь. А все рвутся к власти, ее не отдают только потому, что со всей страны получают дань в виде налогов. Для них это дань с населения. Они ее могут тратить на какие-то вензеля и какие-то безделушки, вместо того, чтобы проложить дорогу или сделать дом. И вот меня убивает вот эти фразы «Царь, помоги». Ведь у людей вот такая жизнь, и при этом Путин силен. Смотрите на это видео, что сегодня пошло в интернет или вчера. Вот в таком состоянии находится наш Ледовый дворец, по которому опасно просто ходить. Я 2 раза чуть не упала, прежде чем туда пройтись. Думала, все, ноги переломаю. То есть люди живут в ледяной пещере. Там видео длинное, я вам показал самое главное. То есть они живут во льду. И это же кошмар 21 века. И при этом Путин хороший. Знаете, если подумать вот за последние 30 лет на всем постсоветском пространстве, мы, наверное, не назовем ни одного руководителя страны, который бы сделал какие-то рыночные реформы, которые бы встрепенули какую-то из страны. Все шло вяло текуще. Они пришли к власти, они ее грабили сами под себя. Где-то приватизировали, а где-то не приватизировали, но называли это управляет администрация президента, как у Лукашенко. Ну, по сути дела, приватизировали только для себя. Потому что это ж его администрация зарабатывает деньги для своих силовиков. Вот. А где-то просто раздали своим детям, кумовьям, сыновьям. У нас олигархи все разорвали вообще на кусочки. Хорошо, что их 5, они между собой иногда дерутся.
И это хоть как-то легче в стране, потому что когда они объединяются, очень все становится плохо. А это они делают, к сожалению, часто. И для меня лично можете критиковать, можете не критиковать. Я вам скажу, что на всем постсоветском пространстве плохой он, нехороший диктатор, наркоман, все что угодно. Но есть один человек, который сделал какие-то реформы, который признал мир весь. И они были. Это Михаил Саакашвили. Единственные разы, когда у нас объединяются в Украине дружно все олигархи, это когда речь заходит, что у нас куда-то Саакашвили может попасть к власти. Все телеграм-каналы, все телевидение в унисон рассказывает, какой он плохой, что его нельзя допускать. Только потому, что он может открутить олигархам башку. А для меня, как для предпринимателя, есть главный показатель. Это уровень простоты ведения бизнеса и безопасность страны. Когда весь криминал пересажали. А того, кого не пересажали, он переехал либо в Россию, либо в Украину. И Грузия по простоте ведения бизнеса, что должно быть основой любой экономики, малый бизнес, она со 140-го места переместилась на 7-е в мире. Дальше можно найти кучу плохого, но больше вы не вспомните ни одного лидера постсоветских стран, о котором бы говорил весь мир и у которого бы не было дач в Геленджике. В Украине у нашего тоже своя дача была такая, что как музей люди после революции ездили смотреть. Вот с такими глазами, что такое может быть. Я уверен, в Казахстане такая же беда. Поэтому очень хочется, чтобы люди не смотрели телевизор. Хоть недавно диктатор Лукашенко громко кричал: смотрите телевизор, не дайте ему умереть, в интернете одни фейки. Но в интернете мы вот так вот можем с вами общаться, в комментариях высказывать совершенно спокойно свою точку зрения и объединяться. Это самое главное. Потому что когда хорошие люди объединяются, они не перевоспитают ябатек. Но вот те, кто сомневаются и думают, что это где-то там власть, это боги, а мы тут простые смертные, нам ничего не надо. Да надо просто, чтобы можно было по улицам ходить безопасно. А те налоги, которые ушли, чтобы фонарь светил, свет горел и бизнес рос. И если будет работать, самое главное, честная судебная система, тогда в страну пойдут и инвестиции тоже. Нельзя притягивать в страну инвестиции, а судиться по каждому поводу, бегать в Лондон. Хороших людей больше. Слава Украине. Живе Беларусь. Россия без Путина. Алга Казахстан. Если досмотрели, мы на одной волне. Подписывайтесь. И оставляйте свои комментарии. Вы же знаете, я читаю все. Пока.